Всем привет, с вами Дэн, и у нас новиночка от российского бренда Albatros, модель, которая называется Terra Australis, 38 миллиметров по диаметру. Значит, здесь в комплекте прям вот такая брошюра о приключениях из первых уст, об этом чуть попозже поговорим. Здесь, как видите, избранные записи воспоминаний участников Южной экспедиции 19-21 года 18 века на шлюпах «Восток» и «Мирный». И об этом чуточку позже. Но это круто, кстати, что здесь прям есть что почитать. Уже вот на новый уровень выходит у некоторых микробрендов то, что они предлагают в комплекте со своими часами. Здесь спецификация, и это, конечно же, важно. Про это тоже давайте чуть позже, потому что сначала, конечно же, нужно, что правильно достать часы. Я вам покажу сегодня 3 версии, сразу сейчас все прям откроем, потом уже к спецификациям, потому что это важно. Разные варианты, и здесь у нас вот даже есть еще... Так. Пленочку. Опа! Ой, какая красота. А. Так, ну ладно, давайте. Первое. Также у нас есть еще вот такая модель с оранжевыми нотками, да, и на коричневом ремешке. По-другому прям воспринимается. Интересно. Здорово. Их всего 4 версии, я вам покажу 3, потому что 2 из них с циферблатом типа шампанское, ну, они чуть-чуть немножко отличаются. Ну вот одну из версий я вам сегодня продемонстрирую. Вот они, 3 версии, 3 Альбатроса. Так, он у нас идет на кварцевом механизме, поэтому здесь такие вот заглушечки. Заглушечки убираем, и кварц у нас пошел. И причем, как видите, плавный кварц, потому что внутри, а давайте здесь как раз таки уже и обратимся к инструкции, потому что внутри механизм Seiko VH31B, это мехакварц, то есть такая кварц с плавной секундной стрелкой, в данном случае это трехстрелочник, и она идет плавно, похоже на механику, да, обычную, но при этом точность, естественно, кварцевая, минус 15 плюс 15 секунд в месяц, и батареи хватает на 2 года. Что еще по данным? 100 метров водозащита для трехстрелочника, так это ж такого классического вида марина, я бы сказал, да? Это просто шикарно. Дальше здесь сапфировое стекло, слегка выпуклое, без антиблика. Ну, в принципе, белый циферблат будет нормально. 316L по корпусу, диаметр 38, от ушка до ушка 45, высота без стекла 9,2, со стеклом 10,3. Опять же, 100 метров водозащита, классика шикарная. Шикарные размерчики, товарищи. Ну что ж, и здесь еще, между прочим, темные синие стрелки, термические, оксидирование с ними сделано, так что здесь все прям по красоте. Очень красиво и, между прочим, очень доступная цена, 16 тысяч рублей. Ссылки все оставлю в описании к этому ролику. И каждые часы это 100 штук всего, лимитка, и индивидуальный номер идет на задней крышке. Вот здесь, например, 26 из 100, здесь у нас какой... 77 из 100, и здесь номер 75 из 100. Вот так вот. Небольшая здесь партия по вот этим прекрасным часам. Ну и вы, конечно же, спросите, а что ж такое Terra Australis, да, и что ж такое вот это приключение из первых уст? А я вам отвечу, что, как мы уже разобрались, здесь 1819-1821 годы, это была экспедиция, которую сейчас называют Первая русская антарктическая, раньше ее называли Южная экспедиция, и тогда, естественно, была открыта Антарктида. Кроме этого, были еще разнообразные как раз-таки приключения, про что у нас вот эта брошюра и рассказывает, а приключения были связаны с тем, что помимо Антарктиды еще исследовали тропические и субтропические воды Тихого океана. Ну и вот как раз-таки под влиянием эстетики морских хронометров 19 века и была создана эта модель. Ну, как видите, понятное дело, что здесь стилистика, ну, такая максимально лаконичная
и классическая. И вот стрелки сразу у меня вызывают прям вот такой восторг и трепет, потому что, ну, очень-очень сильно похожи на, например, для меня как больше, да, похожи на старые карманные часы, потому что очень часто именно такие стрелки встречались, именно вот перьевидные, но они очень часто встречались как раз-таки и в морских хронометрах. Не всегда, но в большинстве случаев они были. Далее в палубных часах уже такие же стрелки использовались. И, конечно же, римские цифры на часовых индексах. И здесь как раз в этой модели все это передается. Посмотрите, мне нравится, как, ой, это прям прелесть, что очень длинная секундная стрелка, очень длинная минутная и часовая, и они прям вот точно доходят до делений. Для того, чтобы вот прям реально правильно считывать показания. Класс, прям аж душа радуется, знаете, ну, вот по красоте сделали, что длинно. Сейчас, если брать, вот, скажем, не часы, которые вдохновлялись какими-то старыми приборами, да, морскими, а просто вот немцы всегда делают правильно длинные стрелки, а остальные, особенно японцы, иногда на это дело подзабивают. Ну, ладно, не буду об этом. Но мне нравится так. Ну и по цветам, как видите, 3 разных цвета, и здесь на самом деле очень интересно, ну, шампань, да, дальше идет лазурный цвет и дальше идет коралловый цвет. Интересно, создатели модели здесь подошли к выбору цветов на самом деле, потому что, ну, шампанское, вот в данном случае, это, как они говорят, это любимый напиток русских офицеров в 19 веке. Ну и плюс бутылка шампанского разбивает о нос корабля при его крещении, поэтому здесь вот такая логика есть. А с точки зрения именно вот цветового наполнения, мне кажется, что, ну, именно сдержанно, да, вот эта версия, она максимально сдержанная. Здесь, по сути дела, белый, черный и вот этот оттенок шампанского. Он даже более сдержанный, может быть, чем мы могли бы ожидать и по ремешку, и по центральной части циферблата. Кстати, забегая вот немножко в сторону от цветов циферблата, скажу, что здесь есть объем, потому что центральная часть, она чуть ниже, чем внешняя, где у нас железная дорога, где у нас разметка часовая и минутная. И это добавляет немножко объема этим часам и воздуха, если хотите, потому что, ну, стекло, оно чуть-чуть вот такое выпуклое, а в целом плоское. И, кстати, несмотря на то, что антиблик здесь не заявлен, стекло плоское, здесь матовое, не блестящее покрытие по циферблату, поэтому бликов особенно в принципе нет. И с этой точки зрения нормально, отлично сделано. Ну вот, значит, у нас шампанское, а дальше идет лазурное и коралловое. Понятное дело, это вот по экспедиции, что я сказал в начале, тропические воды, потому что, ну, что-то было яркое в тропических водах. И здесь есть небольшие нюансы. Если мы говорим про как раз-таки лазурный, то он максимально такой лаконичный, здесь нет никакой картинки, а вот здесь в коралловом как раз есть уже изображение Антарктиды, поэтому, ну, такой более насыщенный, более такой праздничный, яркий, а этот более холодный и сдержанный. Очень интересно, кстати. И все 3 циферблата по-разному сделаны, потому что, да, здесь везде есть эта ступенечка, как бы, то есть разметка, она чуть выше, чем центральная часть. Здесь то же самое, здесь плюс еще есть изображение Австралии. А вот в этой версии в шампанском центральный вот круг, если хотите, он чуть уже, ну, гораздо уже. И поэтому абсолютно по-разному эти часы воспринимаются. Это, кстати, интересно. Ну и по ремешкам. Ремешки, конечно, соответствуют цветовой гамме. Здесь все ярко, солнечно, празднично. Здесь чуть более сдержанно и тепло. Здесь как ледники какие-то даже, я бы сказал, да. А здесь вот, да, у нас коричневый, праздничный и яркий. Интересно на самом деле. И что касается задней крышки, то здесь тоже не все так просто. Здесь как раз таки созвездие, Южный крест изображается, который указывает на Южный полюс. Ну и, собственно, да, такой главный ориентир в южном полушарии. Поэтому тоже так вот интересно здесь реализовали. Кстати, есть система быстрой замены ремешка. И очень интересно, что, ну посмотрите, да, это тоже впервые я встречаю, чтобы на ремешке еще была вот цитата, да, у исследователей. По-моему, здорово. По-моему, здорово. А по-моему, круто. Интересно, везде одинаковые, да? Да, одинаковые. Интересно было бы, если бы они еще были везде все разные. Текст, но я думаю, это уже перебор, наверное. Но это круто, кстати. Это такая интересная фишка, такой интересный нюанс. Нравится, что здесь мне еще, помимо стрелок, помимо разметки, длинные ушки. В немецком тоже стиле. Они не такие длинные, как классические немецкие, и здесь еще, что важно, ремешок ближе находится, то есть вот это расстояние между корпусом и ремнем, здесь его практически нет, но ушки достаточно длинные, тонкие, изящные,
Ай, красиво. И узкий ранц здесь. Полностью зеркальная полировка, ну, кроме задней крышки, по корпусу все зеркальное. Опять же, такая дань истории, я бы сказал. Ну, и на моем запястье 18,5. Ну, приятненько, слушайте, приятненько. Классика прям такая, да. И, честно говоря, вот, правда, не чувствуется, что это кварц. Чувствуется, что это механика. Может быть, там не 28 800 полуколебаний, конечно, поменьше. Но, да, механика. Вполне себе. Класс. Вот эта версия мне нравится. Очень сдержанный, очень симпатичный оттенок. Так, ну, здесь, понятно, ярко. Уже ярко. Совершенно по-другому воспринимается. Но, кстати, приятно. Приятно. Ну, больше в унисекс эта версия, на самом деле. А это больше такая теплая, осенняя, я бы сказал. Напишите в комментариях, какая из версий вам нравится больше. Я думаю, что, как по мне, так, наверное, все-таки я бы выбрал версию шампань. Не из-за оттенка, может быть, а из-за того, что, ну вот, с моей точки зрения, цвета лучше вот соответствуют всей стилистике, сдержанным корпусу, такому классическому, и стрелкам, и меткам, и римским, да, вот как-то все вместе, оно у меня прям совпало. Но эти варианты более яркие, может быть, более позитивные, более жизнерадостные, поэтому кому, собственно, что. Что касается ремешков, как видите, прострочка вся везде в цвет именно ремешка и в цвет вот этого у нас внешнего диска по циферблату. Интересно. Ремешки достаточно мягкие. Немножко утолщения есть у места крепления к корпусу. Кстати, ушки просверленные. Ну, здесь и так есть система быстрой замены, но для винтажа просверленные ушки, конечно, красиво. Здесь немножко переработаться должно, а так в целом ремешок достаточно приятный. Ну, в принципе, здесь можно ставить любые ремешки. Благо, что у нас сколько тут? Я что-то не обратил внимания в инструкции. 20. Поэтому, в принципе, пофигу, можно любые ремешки потом себе и ставить. Что касается веса, то здесь, ну, они невесомые. 51 грамм, даже чуть меньше. Поэтому для повседневной носки будет вполне себе адекватно. Давайте в макро посмотрим версию, где есть у нас изображение Антарктиды. Да, стрелки, они практически такие черные, да, но это синеные стрелки, красиво. Ой, класс. Вот здесь видно, сейчас отливает. Красотища в таком ценовом диапазоне. Заморочились. Круто. Респект. Альбатрос. Ну что же, вот такая интересная модель. Кстати, не часто в этой стилистике. Марина, да, часы и часы в стилистике таких вот морских хронометров выходят сейчас, тем более российские бренды не часто к этой истории обращаются. Мне кажется, удачная модель. Каждый, может быть, для себя подберет именно сочетание цветов, которые ему больше нравятся. Я, в принципе, своим выбором определился. Мне нравится, что здесь классные характеристики. То есть, казалось бы, часы на повседнев такие, да, но водозащита очень даже приятная. Здесь 100 метров. Плюс это лимитка, плюс механизм интересный подобрали, как будто бы под механику, при этом у них супер точность. Ну, классно. Плюс сапфир есть, дизайн приятный, дизайн интересный, дизайн классический, но при этом есть модели, у которых есть фишечки, да, по расцветке. Не сухо, например, как в версии с шампань, а более ярко, хотя мне шампань понравилось больше. Поэтому удачная, интересная модель, круто, и история здесь тоже очень и очень интересная, и еще и буклетик есть в комплекте. На этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.